Добро пожаловать на канал. До чего же любят россияне критиковать собственную систему образования? Темой одного из моих предыдущих видео было выступление Задорнова с критикой российской системы образования, а недавно появилось совершенно уничижительное видео по отношению к учебнику математики для 5 класса. К счастью, есть интернет, предлагающий много нетривиальных задач, в том числе и для 5 класса, одна из которых перед вами. Итак, задумал Вовочка число и доволен, а бедным пятиклассникам приходится за него отдуваться. А злостный автор задачи, вместо того, чтобы посочувствовать несчастным школьникам, которые без того напуганы предыдущими 4 задачами, решил их добить окончательно. Одного числа ему, видите ли, мало, хочет как минимум 2. Да еще соблазняет 2024. Но зрителей этого канала такими страшилками вряд ли напугаешь, поэтому предлагаю поставить видео на паузу и подумать над решением задачи. Пусть x задуманное число. По условию задачи число на единицу больше, то есть x плюс 1, делится на 5 и 11. Но так как 5 и 11 взаимно простые числа, одновременно делимость на них эквивалентна делимости на их произведение 5 умноженное на 11 или 55. Так и запишем, что x плюс 1 это 55 умноженное на a, где a некоторое целое число. Аналогично x минус 1 можно записать как 3 умноженное на 13 или 39 умноженное на b, где b снова целое число. Другими словами, число x дает остаток 54 при делении на 55 и остаток 1 при делении на 39. Вычитая с первого уравнения второе, получаем 55a минус 39b равно 2. И наоборот, если разные числа равны 2, причем больше кратно 55, а меньше кратно 39, то число между ними и есть одно из тех, которые требуется найти. Такая штука по-научному именуется линейным диафантовым уравнением с двумя неизвестными. И есть ряд стандартных методов решения таких уравнений, включая так называемый расширенный алгоритм Евклида, цепные дроби, или можно составлять цепочку уравнений, вводя новые постановки и упрощая уравнение до тех пор, пока оно не станет тривиальным. Однако проще и понятнее всего для пятиклассника это угадать одно из решений. Проблема лишь в том, что гадалка с пятиклассником вряд ли станет разговаривать, поэтому приходится опираться на собственные силы. Запишем 55а как 16а плюс 39а. И теперь 39 как общий множитель выносим за скобки со знаком минус, чтобы в скобках было положительное число b минус a, которое для краткости обозначим буквой c. При этом c, так же как b и a, целое число. Таким образом приходим к другому диафантовому уравнению, с которым, как говорят в народе, гадалки не ходи. В самом деле, достаточно положить c равным 2, чтобы 39c плюс 2 стало равным 80. А 80 это точности 16 умноженное на 5. Запишем полученное равенство вот в таком виде, откуда становится понятным, что одна пара А и С у нас есть, а именно А1 равно 5, С1 равно 2. И теперь можно найти соответствующее значение x. x1 это 55 умноженное на 1 минус 1. Умножаем 55 на 5. А еще пишут в комментариях, что многие современные пятиклассники не помнят таблицу умножения, не говоря уж об умножении в столбик. Придется вспомнить. На какие только страдания не пойдешь для поступления в малый мехмат МГУ. Произведение равно 275, вычитаем единицу и получаем 274. И как только Вовочке могло прийти такое число, разве что во сне, что кроме чисел может присниться каверзным изобретателям наподобие Вовочки. При этом действительно 274 минус 1 это 273 или 39 умноженное на 7. А 274 плюс 1, как нам уже известно, есть 55 умноженное на 5. Итак, нашли одно из возможных Вовочкиных чисел. x1 равно 274. И для ответа на пункт А надо найти второе подходящее число. Есть соображения по этому поводу? Прибавим к x первому число 55 умноженное на 39.
При этом не изменится остаток при делении как на 55, так и на 39. Таким образом, новое число будет по-прежнему давать остаток 54 при делении на 55 и 1 при делении на 39. Поэтому будет по-прежнему удовлетворять условиями задачи. Остается лишь его вычислить, для чего придется перемножать двузначные числа. Но, надеюсь, пятиклассники уже оправились от испуга и смогут вычислить произведение, которое оказывается равным 2145. Прибавляем x1, то есть 274, и получаем в результате 2419. Такое число вряд ли приснится Вовочке, даже в кошмарном сне. Тем не менее, оно удовлетворяет условиям задачи, и мы можем его записать в качестве x2, столь необходимого для ответа на пункт А. Итак, с пунктом А мы полностью расправились, получив два числа, удовлетворяющих условия задачи. Но аппетит приходит во время еды. Прибавляем 2145 к x2 и получаем x3, которое дает те же остатки при делении на 55 и 39, что x1 или x2. И, следовательно, также является одним из Вовочкиных чисел. Продолжаем прибавлять 2145, пока нам либо надоест, либо получим 2024 Вовочкиных числа, необходимых для решения пункта Б. Конечно, в вычислении всех этих чисел не было необходимости, достаточно было лишь показать, что процесс можно повторять сколько угодно раз. А общая формула для всех Вовочкиных чисел это, конечно, 274 плюс 2145k, где k прибегает все множество целых чисел. Надеюсь, автор задачи будет доволен, поскольку дан ответ на все его множество вопросов, от А до Б. Но понятно ли это пятикласснику с отличной оценкой по математике в среднестатистической российской школе? Непонятно. Но я имею в виду, впрочем, понимаете, как хотите. И это все.